Уроки мудрости от Конфуция. Конфуций, пожалуй, самый знаменитый восточный философ. Философская система, которая была им создана, получила название конфуцианство и оказала значительное влияние на жизнь миллионов людей. В этом видео мы познакомимся с самыми сильными цитатами Конфуция, которые непременно оставят отклик у каждого. Благородный человек предъявляет требования к себе. Низкий человек предъявляет требования к другим. Во-первых, наши требования к другим людям зачастую бессмысленны, они ничего не меняют. Мы не можем гарантировать выполнение наших требований другими людьми, но зато мы можем контролировать выполнение требований, которые мы сами себе предъявили. Во-вторых, нужно переключить свое мышление с «пусть люди сделают то-то, и у меня получится» на «я сделаю то-то, и у меня получится». Предъявляйте требования в первую очередь к себе. Так будет гораздо лучше для вас же. Благородный помогает людям увидеть доброе в себе и не поучает людей видеть в себе дурное. А низкий человек поступает наоборот. Помогайте людям увидеть свои достоинства, не занижайте их самооценку. Сильный, нравственный и успешный человек помогает людям достичь тех же вершин, а не угнетает их. Будьте тем, кто способствует, а не препятствует развитию других людей. Вдохновляйте их. Благородный человек беспокоится о том, что не обладает способностями, но не беспокоится о том, что люди не знают о нем. Вы хотите быть развитым и успешным или хотите казаться таковым? Для вас важно развитие само по себе или вам необходимо, чтобы другие обязательно знали о ваших достижениях? Ответьте сами себе на эти вопросы. Конфуций утверждает, что нужно стремиться к реальному развитию и игнорировать видимость для других людей. То, кто ты есть на самом деле, важнее, чем то, кем тебя считают другие. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Конечно, кому-то может повезти с первой попытки, но такое встречается редко. Нужно уметь идти до победного и не опускать руки после неудачи. Но не путайте упорство и упрямство. Можно отполировать драгоценный камень, а можно стереть его в порошок. Научиться извлекать пользу из неудач в любом случае необходимо, но еще нужно понимать, когда есть смысл пытаться снова и снова, а когда смысла в этом никакого нет. Как вы думаете, обязательно ли делать большое количество трудных попыток для достижения успеха? Достаточное количество – это сколько? Как понять, достойна ли конечная цель трения или нет? Пишите в комментариях свое мнение. Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам буду учиться. Я думаю, эту установку должен усвоить каждый человек. Учиться нужно всегда и везде, и на хорошем примере, и на дурном. Главное научиться делать выводы из поведения, за которым вы наблюдаете. Высказывание вполне понятно, и поэтому вот вам практическое задание. Выберите несколько людей, которых вы хорошо знаете и с которыми много общаетесь. Друзья, коллеги, члены семьи, не имеет значения. Затем проанализируйте их поведение и выделите то, что вам нравится. То есть выделите те аспекты, в которых вы хотите быть похожими на этого человека. Например, быть таким же непосредственным в общении с начальством или таким же вежливым даже во время ожесточайшего спора. И выделите то, что вам не нравится. Например, человек своим лицом выражает явное презрение, когда его о чем-то просят. Проследите, нет ли у вас такой же реакции, и исправьте, если есть. И делайте такой анализ постоянно. Будьте как Конфуций. Всегда находите, чему поучиться. Когда нет желания заниматься малыми делами, это вредит большим замыслам. Путь к глобальной цели лежит через множество мелких задач. Эти шаги могут казаться незначительными, но каждый из них чрезвычайно важен. Сегодня вы поленились что-то сделать, казалось бы, ничего сильно не изменилось, но это ничего суммируется и отражается на конечном результате. Поэтому каждая составная часть большого замысла важна. Находите в себе силы ежедневно делать маленький шаг на пути к своей цели. Те, кому сил не хватает, останавливаются на полпути. Ты же не сделал еще и шага. Зачастую мы отказываемся делать что-то, потому что уверены, что у нас не получится. Нам не хватит сил, знаний, еще чего-нибудь. Из-за страха не дойти до конца мы стоим на месте. Но нельзя преждевременно решать, что у вас что-то не выйдет. Лучше проиграть в борьбе,
остановиться на полпути, чем вообще бездействовать. Каждый может стать благородным человеком, нужно только решиться им стать. Как вы поняли, под благородным человеком Конфуций понимает человека мудрого и высоконравственного. И вам под силу быть таким. Нужно только решиться встать на этот путь и решиться поступать так, как учат Конфуций и другие мудрецы. Согласитесь, мы обычно знаем, что нам нужно делать. Нам необходимо только начать это делать. Надеюсь, мудрость Конфуция вызовет у вас отклик. Будьте голодны к познанию и отказывайтесь терпеть этот голод. Буду благодарна вам за подписку на канал. Обязательно ставьте большой палец вверх. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!